В избе чистота, порядок, никого не было. Ребята, всем привет. Приехал на избу за ползуху. Время где-то, наверное, 10 часов 15 минут. Ну что, как-то так. Мыши что-то там шурудили на печке. Бумага туалетная почему-то на самой плите лежит. Сейчас зайдем, посмотрим. Туалетная бумага вот так вот на печке разбросана. Все в мышином помете. Продукты в полном порядке. Я когда осенью уезжал отсюда, подвесил на потолок. Каремат тоже. А так бы они все достали, даже если бы продукты висели на стене. Они очень хорошо бегают вот по этим вот между бревен, вернее. Короче, лазят нормально по стенам. Везде достанут. Хорошо хоть не летают. Привез кое-какие вещи, подушку, одеяло, таких еще 2 теплых одеяла, посуду привез, ну и так по мелочи еще. Попью сейчас чаю с хлебом и котлеты. Привез из дома. И, наверное, пойдем на рыбалку. Снег идет. Попробуем половить окуня. Так что как-то так. День короткий, все равно сейчас. Сегодня 14 января. Какая метель пошла, ветер начинается, пока не сильный, но я думаю раздует либо к вечеру, либо к завтрашнему дню. Сюда выехал, там у берега был слуз, но он там глубоко, плотный снег набивной, ветром набило у берега и собаку держит нормально. Я проваливаюсь, а здесь вообще сухой лед и снегу прям вообще немного, вот снегу, наверное, сантиметров 15, не больше. Погода, в принципе, такая для окуня как раз небольшой вроде. Небольшой окушок. Попал первый. Где же я? Есть первый окушок. Такой грамм 150, наверное. Возьму его на уху. Долго сидел, минут, наверное, 10, пока он схватил. Вот такой вот. Установил, ребята, палатку.
Пошел очень сильный снег. Палатка от компании «Берег», она у меня уже куплена была в октябре еще того года. Но я так с ней ни разу и не выехал осенью. Все хотел, так и не получилось. Это УП-2 мини, по-моему, двухслойная. Вот там вот поймал сейчас 2 окуня вот за палаткой. И пока больше тишина. Таких небольших. Ребята, ну все, закругляюсь я. Заканчиваю рыбалку. Время 2 часа дня. Через час уже начнутся сумерки. Поеду на избу. Удалось поймать 2 окуня, таких грамм по 150. Оставлю их здесь. Где-то летал ворон. Может, склюет ночью. Пускай покушает. Толку мне от этих 2 окуней все равно никакого. Ухи не сварить. Если не съест, то может завтра что-то удастся поймать. И завтра поем свежей рыбы. Сегодня без рыбы. Как-то так. Сейчас надо доехать до избы. Сходить на ручей. Посмотреть вообще плотину бобровую. В прошлый раз я осенью ее разобрал. Люди мне писали, что ее там быстро соберут. Ну вот сходим посмотрим, что там да как. И заодно надо воды набрать в ручье. В озере вода невкусная, но рыба здесь отличная. Ух ты! Ручей вообще не замерз. Вот, ребята, за мной видно, наверное, вот то бревно. Вот осенью, когда я плотину разобрал, ручей выровнялся до такой степени, что вот это бревно, там буквально сантиметров 5 было. То есть расстояние от бревна до воды. А сейчас там, наверное, полметра. То есть вот как-то так. Недаром я, когда подходил к ручью, начинал брать воду, думаю, что-то как-то мелко совсем. Прям дно видно, ну вообще вот такая вот глубина, там обычно поглубже бывает. Тогда я, когда плотину разобрал, ручей выровнялся весь, ровный стал. Здесь глубоко, а вот там мелко, перепад, наверное, полметра. Вот на самом деле где-то такое есть. Видно, вот свежие палки натасканы. Да? Все, сходил за водичкой. Заодно
плотину посмотрел, что там да как. Надо будет как-то время выбирать эту плотину, все-таки разбирать ее, потому что это не дело. И как-то все время контролировать ее, что ли, тут ходить, бобров. Фотоловушку надо поставить будет. Посмотреть как-то летом или весной. Посмотрим. Тяги нету, трубу забило снегом, так как осенью я поторопился и забыл на трубу одеть банку. Хотел ведь это сделать и, короче, забыл. Совершенно забыл. Либо надо ждать, пока оно там растает, все пробьет, либо надо залезать на крышу и прочищать трубу какой-то палкой, жердиной. Что-то на крышу неохота лезть, поэтому как-то так. О, пошла жара, пробила. Сделал кухонный уголок такой небольшой, хоть что-то можно положить, те же чашки, кружки, ложки, что-то повесить, какую-то кухонную такую утварь. Много здесь не разбежишься, так как изба это как маленькая палатка, считай, 2 на 2 метра. Все, навел такой порядок, обшил потолок здесь, вот этот участок, где только спать буду. А здесь, в принципе, не буду трогать, нормально. И так пойдет. Стену здесь тоже обшил. Все сделал. Постелил старое одеяло, подушечка. Сейчас такие вот одеяла. Тоже закину сюда. Мало ли зимой укрываться, когда морозы сильные. Теплый спальник зимний. И вот таким еще одеялом накрылся и вперед до утра. Отлично. Все. Так вот. Есть, ребята, сало кусок. И взял вот этот раз картошки с собой. Хочу сейчас, короче, есть вообще уже охота. Время 17 часов 39 минут. Все доделал. Затопил снова печку. Самая проблема у меня случилась, это перегорела лампочка, которая от большого вот этого аккумулятора пауэрбанка стояла здесь. Сейчас поставил обычный налобный фонарик, и вот там вот здесь такой светильничек тоже горит. А лампочка вот она вот так вот пожелтела. Вот видно, наверное, я не знаю. Вот такая вот лампочка. Она просто перегорела. Горела, хоп, погасла и все. Больше не включается. Запасной такой нету.
Друзья, всем доброе утро. Время уже где-то 7 часов 20 минут. Проснулся я в 7 ровно. Спал отлично. И ночью поднялся ветер приличный. Видно луну. Было полнолуние где-то вчера. Луна уже пошла на убыль. Пришел на это место, где вчера поймал 2 окуня. Они у меня здесь лежали. Вот они целые. Никто их не склевал. 2 окушка. Попробую здесь, а там видно будет. Ветер сменил. Сегодня где-то дует. Вот сейчас по ощущениям где-то север, северо-запад. Оттуда тянет. Там все-таки в избе, я думал, восток дует. Там, наверное, в лесу крутит, вертит. Как-то ветер сменил. Вчера ветер с противоположной стороны дул. Есть, поймал 2 окуня. Вот они. Это уже не знаю, какая лунка по счету. Вот такая вот рыбалка, ребята, за 2 дня. Пришел на избу. Время уже 11 часов 34 минуты. Вообще ничего не клюет. Ветер стих. Погода вот такая вот, градусов 10, наверное, мороза. Вообще штиль. Все стихло. Так что так. И клев совершенно никакущий. Поймал сегодня вот за весь день, за это время, за 2,5 часа. 2 окушка и, 3 вернее. 2-то таких более-менее, а 3-й вот такой вот. Короче, вообще маленький. Взял его чисто на уху. Так бы, конечно, даже, как в том году рыба клевала, я бы даже таких окуней отпускал. Даже крупнее отпускал. Сейчас это занесу в избу. Пускай они там постоят, оттаят. Может быть, еще ближе к вечеру удастся что-то поймать, не знаю. Выйду где-нибудь в сумерках, попробую. И хочется, конечно, сварить ухи. Лампочка, ребята, заработала снова. Я пришел, включил, думаю, дай попробую. Я так подозреваю, что она перегревается просто, потому что весь жар идет сюда, под потолок, да плюс она у меня вчера работала еще долго. Так что ничего страшного. Попью сейчас чаю с медом и с баранками. И буду думать, что дальше делать. Пока что-то, не знаю, рыбалкой заниматься. Надо сейчас цепь подтянуть у мотособаки. У меня стоит новая цепь. Вчера доехал, она уже растянулась прилично. Надо немножко подтянуть ее. Подъехал, ребята, сюда, в эту сторону. Съездил еще туда. Там половил. Не поклевки. Попробовал опять в этой стороне, вот где у меня палатка стоит. Там посверлил несколько лунок. Окунь есть на самой мели. Но окунь не крупный. Подходил, интересовался блесенкой. То есть, какой-то он неактивный. То есть плавает вот так вот, но его немного. Там 1-2 окушка проворачиваются. Потом попробовал на свале на самом. То есть нашел бровку. Тут очень свал крутой. То есть бывает, что метра 2 разница. Здесь мелко, а здесь уже глубоко. То есть даже рыбы не видел, поиграл блесной.
если бы рыба даже не клевала, просто он бы ходил бы, ну, его бы видно было бы на камеру, рыбу. А тут даже вообще ничего не видно, даже мелочевки нету. То есть как-то так. Вообще непонятно. Потом в тот угол съездил, там на камеру посмотрел, тоже блесной поиграл. Вообще рыбы не видно, то есть непонятно, где она. Ладно бы рыба была бы, ее стая плавает, то есть не клюет. А тут даже и рыбы нету. Решил, ребята, сварить ухи все-таки из 5 окуней. Не хочется никаких консервов, каши. Хочется что-то вот супчика такого жиденького похлебать. Точнее, рыбный суп, так как с картошкой. Картошка все равно осталась, куда ее? Сытнее будет. На улице 12 градусов. 11-12, где-то так. Повесил термометр сюда. Он у меня обычно так-то с собой в ящике. Все, уху сварил, готово. Сейчас разденусь, печку затоплю и уже потом покушаю. Так вот, ребята, в последнее время замечаю, езжу. Раньше как-то на это внимание не обращал. Поймаешь окуня с одного озера, даже с одной лунки, и когда его варишь, чешую, соответственно, не сдираешь же с окуня, и шкуру не снимаешь. И когда он сварился, у одного окуня чешуя нормальная, у другого она вся отвалилась и плавает в ухе. С чем это связано, я не знаю. Раньше как-то не обращал на это внимания, или может не замечали, не знаю. Но вот как-то так. Рыбу я уже съел. И вот, наверное, 3 окуней я ел, они прямо мясо пластами вот так вот отлетает от шкуры. А некоторые прям, ну, вообще, ну, невозможно мясо есть. Кто-то, может быть, скажет, что надо было почистить. Но, ребята, чистить тут возни очень много, да и в шкуре весь вкус. В чешуе вот в этой вот. Шкуру вообще ни в коем случае снимать нельзя из окуня. Да вообще из любой рыбы, если вы сварите вот
просто филе одно, но это будет одна вода, ерунда. Жира никакого не будет, весь жир и весь вкус в шкуре. Пора немного полежать, отдохнуть. Время 10 минут 5. Но на улице еще более-менее что-то видно. Вот так вот. Так что как-то так. Печка догорает. Ну и все как бы. Сейчас вот буду до вечера кукарекать. Не знаю, правда, чем заняться. Ну, сейчас полежу немножко, потом чайку попью с медом. Потом, наверное, цепь еще подтяну, чуть-чуть схожу. Подтянул до этого, но маловато. Надо еще чуть-чуть подтянуть. Потом, может быть, еще чайку с медом попью. Ближе к вечеру. Ну и перед сном еще разок. И буду вот так вот чаевничать. Ну, часам к 9 надо уже отдыхать, ложиться. Сейчас вкратце расскажу завтрашние планы. На озере я уже рыбачить не буду. Сомневаюсь, что завтра будет сумасшедший клев окуня. Хотя на этом озере все может быть. Но в планах съездить на другое озеро. Озеро где-то примерно километров 6-7 отсюда, в одну сторону. Был я там последний раз года 3 назад, наверное, летом. А зимой я был последний раз в 2013 году. Вот, тогда мы тоже там неплохо половили окуня. Ну, там на озере, кстати, один окунь, там больше другой рыбы никакой нету, ни щуки, ни сороги, ничего такого. С утра просыпаюсь, завтракаю, кушаю, термос с собой собираю, еду какую-то, все собираю и еду. Лыжи с собой обязательно. Друзья, всем доброе утро. Собрался ехать на озеро. Время 8 часов утра. Только рассветает. Поднялся сильный ветер у нас. До этого сейчас шел снег. Вот, наверное, сантиметра 2 свежего выпало сегодня. На градуснике где-то минус 5, минус 6. Но тут еще от избушки идет тепло. Может быть градусов 7-8. Одел сегодня вот такой масхалат. Это чисто от ветра. Так как я не охотник, потому что сейчас выезжать надо на большое болото, ветер дует сильный, у меня этот костюм его продувает, короче, он такой, короче, неважный. Поэтому больше от ветра взял, так что как-то так вот. Ну все, выезжаем сейчас. Друзья, все, я приехал. 2 часа ходу, и я на месте. Там дальше идет старая дорога. Кто-то ездил давно. Ну, это я знаю, кто здесь ездит. Охотники в основном. Рыбаков здесь нет никого. Так что как-то так. Она уходит в другую сторону. А здесь сейчас пришлось бить новую дорогу. То есть я сани отцепил. На одиночке прокатился. Дорогу промял. Развернулся и зацепил уже сани. Сюда уехал к озеру. Очень много лосиных следов. Вот это вот осина, вот корневище, это упала осина, и вот она там лежит, и все лосями утоптано. Они ходили, тут ели, лёжка даже одна есть. И вот вдоль озера туда вот следы идут под горой. Так что как-то так. Ветер еще сильнее стал, но здесь то, что хорошо, можно с любой стороны рыбачить. То есть откуда ветер дует, там с подветренной стороны можно подъехать. Озеро в горе в такой. То есть как бы в этом плане проще. Ладно, пробуем. Запустил блесну.
Лед тонкий, сантиметров, наверное, 15 от силы. И смотрите, сколько воды. С той стороны вообще сухо, здесь уже воды прилично так под снегом. Вот там вот я вперед специально туда дальше не поехал, собаку оставил подальше там, здесь прошелся, и воды чем дальше, тем больше. И вот здесь видно, как снег осел, такие как ямочки, из них подступает вода. То есть вот этот угол, он может быть там вообще где-то предпорошило, может быть вообще тоненький ледок. Даже ходить опасно, не то что ездить. Озеро глубокое. Камеру сейчас подводную опускал, как раз попал на бровку. Первая поклевочка. Вот он, ребята. Есть. Окушок здесь беленький, светленький такой, красивый. Есть. Вот этот вроде побольше. А такой же. Ну вот здесь уже как-то повеселее, чем там, на том озере, где изба. Отцепил волокуши. Надо сейчас развернуться. Вот туда прошелся подальше. Там вроде как сверху плотнее намного. Собаку держит нормально. Поедем, съездим вот на ту сторону. Там когда-то давно очень хорошо клевало. И где-то дерево упавшее есть. Вообще, если есть деревья упавшие вот так вот на лед, то там большая вероятность половить рыбу. Окунь любит такие вот, ну, под коряжником, под ветками, под какими-то. Бывают даже по перволетке специально вмораживают елку или березу какую-нибудь в лед туда. И потом вот так вот рыбачат всю зиму. Рыба там потом держится, скапливается. Как бы такие немножко тонкости такие, кто если не знал. Здесь так намного все сложнее, конечно, чем на том озере. Разница в 2-3 раза по количеству снега на льду. Там все-таки озеро большое, плюс болото кругом, наверное, все это сдувает. А здесь все в горе, и снежок падает, поэтому снега много очень. Чтобы умку просверлить, на усилий приложить прилично так, все это разрыть. Сейчас померил глубину, вот там на озере, где подъезжал, 16 метров намерил. Может, конечно, это и не предел. Попробуем здесь. Тоже вон бобры березу уронили. Свежая, видно. Есть хорошие окуни.
Пришел в другую луночку. Сразу поклевка. Удары какие-то такие. Он как-то, такое ощущение, что он какой-то неактивный окунь. Как просто повис и все. Вот, ребята, ну такую вот блесенку попробую порыбачить. Небольшая. Леска у меня здесь тоненькая. Пришел все-таки в этот угол сюда. Уже добрался до него. Сейчас здесь вот, в этой лунке последней, вот еще одного окушка вытащил. Но окунь такой нормальный весь. В принципе, но как-то клюет вяло. Одного поймаешь и больше ни поклевки. Непонятно. Дождик такой кончился ледяной. Вроде как поинтереснее, повеселей стало. И ветер потише стал. Сейчас два косача. О, есть. Два косача летело. Хороший окушок. Отличный. Вот такие вот здесь окушки. Светленькие, беленькие, красивые. Рыба здесь вкусная. Ветер, блин, то туда, то сюда. У горы крутит в разные стороны. Попью сейчас, ребята, чаю с хлебом и с салом. А что-то перекусить, немножко отдохнуть. Такая рыбалка, конечно, выматывает. Больше бродни. Снегу очень много на озере. А на технике не везде можно проехать. Сейчас вот там разворачивался, где последний раз рыбачил. Еле выехал. Погода портится совсем. Опа, есть. Нормальный. Вот они. Все-таки попал. Это уже третий. Ладно, сейчас может расклюется. Все, ребята, я закругляюсь, заканчиваю рыбалку. Начинается уже сумеречно, время 3 часа дня. Все, вот еще на мормышку здесь вот на этом пятачке удалось поймать 5 окуней. Я вот их сейчас сложу в санки. И все, больше. На блесну, на мормышку сейчас тут туда подальше попробовал, поглубже, в берег сам ушел. Бесполезно. Вообще не поклевки. Удалось поймать сегодня где-то... Так, тут сейчас 5.
Ну, за весь день я поймал где-то порядка 15 окуней. Приеду на избу, посчитаю. Сейчас неохота здесь считать. Там непонятно. Ну, где-то так примерно. Может, от 10 до 15. Так что вот такая вот рыбалка. И, конечно, выматывают вот эта вот бродня по каше, по этой, по наледи, по слузу. Везде называют по-разному. Так что как-то так. Сейчас выйдем, надо еще чистить гусянку. В лес заеду, почищу. И все. Уезжаем на избу. На градуснике -5 показывает. Ладно, все на месте. Сил, ребята, просто никаких нету. Хотел сварить ухи, но скорее всего, что не буду. Рыбу, наверное, увезу домой. Не до ухи мне сейчас. Хочется что-то такого сварить. У меня рис есть, сосиски есть. Короче, что-нибудь такое сварю, попить чаю. И надо, наверное, вечером ложиться отдыхать. Сегодня сил потрачено прилично так. На поездку. Плюс бродня там по озеру. По снегу. Снег глубокий. Тяжело все это дело. Короче, как-то так. Друзья, всем доброе утро. Это уже 4-й день. Уже сразу на водоеме. Ветер опять сменил и принесло тепло. Плюс 2 градуса на сегодняшний момент. Снег весь сырой, все сырое. Короче, вот такая вот погода. Подъехал сразу сюда к палатке, так как сегодня уже после обеда я буду уезжать домой. Сразу сейчас половлю, если клевать не будет, сниму палатку. Палатку я, ребята, для того взял сюда, поставил, так как в первые дни, я когда приезжал, по прогнозу вообще стоял сильный штормовое предупреждение, штормовой ветер стоял со снегом. И палатку взял на всякий случай. Думал, хоть в палатке бывает так вот половишь в комфортных условиях. То есть в палатке порыбачил, выскочил, где-то побегал, хоп, опять в палатку зашел. То есть, ну вот для этого больше и взял ее. По сути, в ней и не ловил. Так что посмотрим, как сегодня будет рыбалка. Погода меняется, может быть и сегодня будет клев. Хотя не знаю. Ветер поменял на юг, юго-запад, где-то оттуда дует. Так что вот за 4 дня ветер, наверное, сменил раз 5-6, наверное. Прям вообще очень сильно. Может, еще из-за этого рыба не ловится, где-то залегла. То есть давление скачет, погода нестабильная.
небольшой. Не, нормальный окунь. Пойдет. Ох. Есть. Смотрите, ребята, какую щучку поймал. Первый раз я такую ловлю. Смотрите. Грамм, наверное, 30-40. Так, стой. Обалдеть. Приехал на избу. Время 12 часов дня. Почистил сейчас козырек, вот этот навес над входом от снега. На улице плюс 3 градуса. Все тает. Снег сырой. Короче, скинул, лишнюю нагрузку убрал. И с той стороны тоже там убрал, почистил. Так что как-то так. Ну вот удалось, ребята, поймать 5 окуней за сегодня. Вот такая вот рыбалка. Можно сказать, рыбалки нету. Ветер разыгрывается так. Он тут потише был, сейчас посильнее начался. Побегал я в разных местах. Пробовал на блесну, пробовал на мормышку. Много где вдоль берега вот так вот все ехал туда. Смотрел на мелях. Бывало, видел там одного окушка плавают, такие они какие-то, ну не знаю, как-то нет такого, что прям много окуня. Один, ну максимум я видел 2 окуня. То есть все. Потом где-то вот одного окуня все-таки увидел, еще там подальше, дальше уже не поехал. Думаю, дай-ка попробую на мормышку, и из лунки вытащил 3 штук. Один небольшой и 2 таких нормальных, более-менее окуни. Ну вот так. В принципе, на глубине, ребята, камерой не поснимать ничего, потому что свал крутой идет, очень много снега, то есть ничего не видно. Инфракрасную подсветку включал в одном месте, вот где вот утром поймал окушка, думал, может еще есть, он не клюет, но тем не менее никакого движения не видел и окуня не видел, то есть как-то вот так. На мелях можно поснимать, но рыбы нету. То есть вот последних 3 окуней я поймал, такое ощущение, что вот они где-то здесь стояли и они клевали. Причем мормышку опускаешь, сразу выдергиваешь, опустил, поймал, опустил, поймал. То есть может где-то его искать надо, ну не знаю, на 7 метрах попробовал, с блесной поездил. То есть тоже результат везде одинаковый. И думаю, смысла нет здесь задерживаться до конца дня. Сейчас вот собираю вещи, попью сейчас чайку согрею. И, короче, все, уезжаю домой. Может, в следующий раз съезжу, как-то надо дома почитать дневник, помониторить. В прошлом году, когда я был, все это записывал, какая погода, ветра были. То есть, когда клевало, может быть, выбрать такую погоду и приехать сюда попробовать. Так что, ну все, ребята, всем пока, до новых встреч на канале, и всем удачи, всем здоровья и берегите себя и своих близких. Так что буду собираться. О, время ровно 11:56.